Привет, песеры, с вами Морж, ну и перед вами скриншот, который я опубликовал в своем телеграме, и в принципе по вашей реакции я понимаю, что видео на эту тему нужно записывать, это сравнение двух карточек Лиао, собственно, который сегодня у нас из команды недели, и карточки, которая от Милана из специального пака Милана. Вроде бы миланский 96 на максимальном прокачке, этот всего 94, но посмотрите на разницу в статах, здесь везде у 94 плюса, разве что кроме баланса, немножечко скорости, удержания, скорость дриблинга и контроля мяча. Ну а по стилям здесь даже разговаривать смысла нет, сами понимаете, насколько лучше из команды недели. И почему же вот так вот с рейтингом? Вот как Konami все это дело считает, этими знаниями с вами я и хочу поделиться. Давно у меня не было гайдов, но всегда приятно делиться на самом деле что ты знаешь. И очень приятно на самом деле, когда есть люди, которым интересно узнать что-то новое. Так что отвечаю на очень-очень частый мне вопрос. Почему так, нахуй? Поехали. Но для того, чтобы показать вам все это дело наглядно, я перейду немножко на другой сайт. Сайт называется PESMaster, ссылку на него я оставлю в описании и в закрепленном комментарии, я думаю, найдете. Чем этот сайт хорош? У ребят, они тоже делают это все на энтузиазме, но у ребят есть формулы, как это все считается. И при помощи этих формул и некоторых манипуляций я вам это покажу наглядно. Лиао пока трогать не будем. Легче всего это показать на центральном нападающем и условном центральном защитнике. Смотрите, Кунде возьмем, например, какая разница, в принципе. Криро, значит, имеет он у нас 19 уровней прокачки, но мы хотим сделать ему 99 уровней прокачки. Зачем? Чтобы у нас было большее количество поинтов. То есть изначально мне сайт говорит, давайте делаем максимальную прокачку на те уровни, которые есть. Я говорю, нет, сделайте мне, пожалуйста, на 99. Делаем дальше reset, и у нас любое количество статов мы можем вкидывать. Зачем я это сделал? Смотрите, ребят, позиция центральный нападающий. Допустим, я ему хочу вкачать защиту по самое не хочу. И сколько бы я ее не качал, вы видите, максимальный рейтинг поднимается, практически не поднимается. То есть для центрального нападающего статы защиты практически не нужны. Вот так это работает. К сожалению, рейтинг считается по определенным показателям. То есть у каждой карточки, по сути, есть статы, которые важны, есть статы, которые средне важны, и есть статы, которые очень важны. То есть, если ему начну прокачивать реализацию, то у него рейтинг, смотрите, просто растет как на дрожжах. Точно так же, если я ему буду качать, допустим, скорость или ускорение. Вот ускорение тоже нужно центральному нападающему. Вы видите, как рейтинг просто увеличивается с неимоверной скоростью. Но сколько бы я ни качал защиту, практически рейтинг у него подниматься не будет. Точно так же делаем с Кунде, да? Точно так же прописываем ему 99 уровней, делаем reset, чтобы эти статы все были. И давайте ему попробуем прокачать реализацию. Да Кунде вообще похрену, сколько бы не вкидывали вы в реализацию, максимальный рейтинг расти не будет. При этом, допустим, пас у него считается средним по значимости навыкам. То есть расти рейтинг будет, но не так хорошо, если вы будете, допустим, качать защиту или физические показатели. Вот физику качаешь, тут сразу понеслось 87, 88, 89, ну и так далее. И я надеюсь, я вам понятно это объяснил. То есть общий рейтинг это всего лишь среднее арифметическое между статами, которые, как Konami считают, важны на этой позиции. Вот давайте сделаем опять макс-аут, сделаем reset и покачаем пасы. Вот я, допустим, хочу, чтобы у меня центральный нападающий обладал хорошим пасом. Вот он пас, да? Смотрим, 5, 6, 7, 12, 13, 15. Вот только на 26 уровне у него рейтинг всего лишь поднялся на 1, хотя пасы уже прокачались на плюс 18. То есть вы понимаете, нападающий с хорошим пасом и средним рейтингом, вы понимаете, что там достаточно много вброшено в пас, но это не считается основополагающим навыком центрального нападающего. И именно поэтому общий рейтинг не растет. Возьмем того же Лиао, возвращаемся к нему, да, вот он 94 на левом полузащитнике. Кстати, тут ребята-то формулами обладают. Если вы обратите внимание на вот эту часть, то здесь мы видим, какой реальный у него рейтинг. Если бы основная позиция у него была левый нападающий, такая же, как у игрока Милана, у него был бы рейтинг 98. Если бы у него основная позиция была центральный нападающий, рейтинг 97. И я думаю, вы уже поняли аналогию. Если этому Лиао сейчас прописать основную позицию вратарь, то при вот этих всех статах, которые у него останутся, он будет всего лишь 48.
Поэтому, ребят, когда прокачиваете игрока, в первую очередь качайте те статы, которые вы считаете нужным. Не смотрите на максимальный рейтинг. Максимальный рейтинг может быть хоть 90, но если игрок прокачан на те статы, на которые нужно, вот опять же, если вам нужен центральный нападающий распасовщик, вы видели, сколько я в Криру тут в пас вкинул, да, у него 87-85 уже паса, рейтинг всего лишь 97, то... Просто не обращайте внимания. Реально, раскидывая статы, пользуйтесь вот таким вот софтом, да, заходите на PESMaster, заходите там на eFootball Hub, еще куда-то. Сами смотрите по количеству очков и вкидывайте в те статы, в которые нужно. Не обязательно, чтобы рос максимальный рейтинг. Главное то, что у игрока внутри. Надеюсь, я вам это все понятно объяснил, то есть у каждой позиции есть статы, которые максимально влияют на рейтинг, средне влияют на рейтинг и практически не влияют на рейтинг. Аналогично, вот сейчас можно Роналду прокачать как голкипера, просто закинуть ему все во вратарские статы, сделать их по 99, и при этом он все равно останется на позиции центрального нападающего с рейтингом 86. Я надеюсь, объяснил понятно, видео было вам полезно, послушали, что-то новое узнали, может быть не узнали, такое тоже бывает, так что. Пиши в комментариях, полезно, не полезно, буду думать дальше, у меня там есть еще пару идей для гайдов, в принципе, есть о чем рассказать, возвращаюсь, так сказать, в строй. Ну и полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии, как всегда. На этом прощаюсь, ребят, морж, пока.